процессор в Майнкрафте. Это именно та вещь, которая отвечает за большинство функций на вашем устройстве. Но сегодня мы не будем пытаться реализовать полноценный процессор, а всего лишь сделаем контроллер для управления курсором на нашем дисплее. Для лучшего понимания я разделил постройку на 3 части, которые включают в себя теорию и создание самого механизма. Начнем с самой важной части, с так называемого процессора, который на самом деле является двухсторонним сдвиговым регистром. У него есть 3 входа: сдвиг на одну позицию вправо, сдвиг на одну позицию влево и сброс на первую позицию. Выходов у регистра может быть нескончаемое множество, но в нашем случае их столько же, сколько и дисплеев. Место выберем как можно ближе к дисплею, дабы снизить тайминги. Начнем с того, что построим D-триггер, который по сути является программируемой ячейкой памяти. Продублируем ячейки 4 раза. Кстати, количество ячеек должно равняться количеству сегментов дисплея. Далее нам нужно передать состояние одного триггера на следующий. Для этого построим такие ответвления. Обратите внимание, что они чередуются, дабы не замыкать сигнал. Внизу проведем сигнал ко входам синхронизации D-триггеров. К слову, если вы плохо понимаете, что сейчас происходит, советую прочитать текстовый вариант данного мануала по ссылке в описании. После этого продлим верхнюю часть на 4 блока и не забудьте расставить редстоун факелы. С левой стороны нашего механизма сделаем генератор коротких импульсов, ибо сигнал от обычной кнопки слишком длинный и нам не подходит. В целом наш регистр уже работает, но функционалом он не блещет. Так что сделаем систему сброса. Сначала построим Г-образные элементы между D-триггерами, а потом продублируем их. Внизу поставим золотой блок, на нем будет кнопка сброса на первую позицию. От золотого блока поднимем сигнал вверх и поставим внизу повторитель с задержкой 1 тик. Последняя задача будет добавление функции сдвига в обратную сторону. По сути, эта система является таким же сдвиговым регистром, но зеркально отраженным. На верхних линиях нужно поставить повторители. Один без задержки, а другой с максимальной. Внизу сделаем еще одни ответвления, которые будут сдвигать регистр в обратную сторону. Повторители выставим на максимальную задержку. Немного продлим нашу конструкцию вверху и на последнем блоке разместим повторитель в обратную сторону. Далее продублируем. Вверху построим блокировку сигнала. С левой части механизма сделаем генератор длинного редстоун сигнала, который соединим с блокировкой вверху. Внизу подготовим вертикальный удлинитель сигнала на редстоун факелах, а также 2 кнопки, которые будут подавать сигнал в разные стороны. Сделаем последний шаг и продлим выходы регистра, чтобы в дальнейшем было удобно его подсоединять к дисплеям. Фух, можно выдохнуть, мы закончили с регистром. С левой части у нас есть 3 кнопки. Кнопка сдвига влево, вправо и кнопка сброса. Перейдем к не менее важной части – курсору. Под каждым дисплеем будет находиться отдельный модуль, который будет с периодичностью мигать, тем самым указывая на сегмент дисплея, на котором отобразится будущий символ. Начнем с того, что построим панель из ламп под дисплеем.
Далее инвертируем сигнал и подсоединим генератор импульсов, который будет работать при подаче сигнала на дисплей. Теперь поставим блок с факелом, который будет одновременно запитывать генератор импульсов и блокировку сегмента. Теперь построим генератор длинного импульса. Для него поставим два факела и от каждого проведем сигнал, который на конце соединится и запитает систему сброса. Обратите внимание на то, что повторитель установлен на максимальную задержку. Последним шагом останется сделать синхронизатор системы сброса для всех сегментов. Тут ничего сложного нет, так что просто повторяйте за мной. Последним и самым простым элементом является специальный датчик, который считывает любой сигнал, который проходит на дисплей. Для начала сделаем такой вот элемент из одного блока посередине и двух повторителей по краям. Потом продублируем его 2 раза по горизонтали и 4 раза по вертикали. Между рядов этих сегментов сделаем 2 уже знакомых нам лестнички из полублоков, которые проводят редстоун-сигнал вверх. Далее вверху объединим сигнал и направим его вниз, используя редстоун-факелы. Вот и все, наш датчик передачи сигнала готов. Теперь вставим его между нашей памятью и дисплеями. Теперь соединим каждый сегмент дисплея с выходами регистра. После этого соединим наш датчик сигнала с входом сдвига регистра вправо, а кнопки сдвига влево и сброс выведем на панель ко всем остальным кнопкам. Наш механизм полностью готов, осталось показать, как он работает. При нажатии на кнопку символа сигнал с комбинацией из пикселей проходит на дисплей. Одновременно с этим он уходит на сдвиговый регистр с небольшой задержкой. Так как по умолчанию регистр установлен на первую позицию, символ отображается на первом сегменте. После этого курсор сдвигается на следующий сегмент. Я надеюсь, что это видео вам понравилось и было для вас полезным. Если это так, тогда пишите в комментариях, на какую тему сделать следующий ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться. Для тех, кто хочет поддержать канал, я создал Patreon, а также оставил реквизиты криптокошельков в описании. Спасибо за просмотр. Пока.